В июне прошлого года SEC подала судебные иски против Binance и Coinbase, которые являются самыми большими криптобиржами в мире. Главные претензии SEC заключались в том, что эти компании продают незарегистрированные ценные бумаги под видом криптовалюты. Тогда SEC выкатила огромный блэк-лист, куда вошли как минимум 68 монет, которые, по мнению комиссии, являются незаконными акциями. Именно в то время глава SEC Гэри Генслер объявил настоящую войну криптовалюте. Генслер всегда был против крипторынка и на каждом своем интервью говорил, что криптовалюта – это сплошное мошенничество и нарушение всех федеральных законов. Под его руководством Ripple уже 4-й год находится под следствием. Он заставил прекратить выпуск стейблкоинов Binance USD, а многим биржам, как, например, Kraken, пришлось убрать функцию стейкинга. Наверняка такое давление на крипторынок продолжилось бы и сейчас, но все изменилось 15 июня прошлого года, когда BlackRock и другие большие американские фонды подали заявки на спотовый биткоин ETF. Генслеру пришлось идти против своих принципов, и 10 января ETF одобрили. Вот только не прошло и года, как компании подали новые заявки, но уже на Ethereum ETF, которые также готовятся к успешному запуску на следующей неделе. И знаете, с чем связана такая резкая смена позиции Генслера в отношении крипты? Ну, конечно же, с политическим давлением на фоне предстоящих выборов в США. Да, друзья, в последние пару лет крипту стали часто использовать в политике. Живой пример Трамп, который строит всю свою предвыборную кампанию на биткоине и говорит, что не позволит его запретить, если станет президентом. Или, например, Байден, который недавно поддержал закон FIT-21 для стимулирования крипторынка. Но самое сильное влияние на крипторынок оказывают ETF, которые позволяют фондам и большим американским инвесторам покупать криптовалюту на миллионы долларов. Запуск биткоин ETF в январе вызвал рост его цены на 60%, а по предварительным оценкам, такой ETF на эфир может привлечь 15 миллиардов долларов, из-за чего цена эфира может пробить 5000 долларов. И по факту эти ETF одобряет уже не SEC, а напрямую правительство США. Ведь, как сказал глава Ripple, если Байден проиграет выборы, виноватым будет Гэри Генслер, который против развития криптовалюты. Таким образом, сейчас мы стоим на пороге глобального переворота, когда крипторынок может измениться навсегда. Ведь ETF открывают дверь перед большими инвесторами, которые готовы покупать ваши любимые альткоины на миллионы долларов и пампить их цены на десятки процентов вверх. Именно по этой причине сегодня в ролике мы разберем самое важнейшее событие месяца, которое нас ждет уже на следующей неделе. В этом видео я вам расскажу, какое влияние ETF окажет на рынок криптовалюты, сможет ли Ethereum пробить новый исторический максимум выше 5000 долларов до конца этого года, почему Байден и Трамп заинтересованы в масштабировании крипторынка, а также мы разберем, кто может стать следующим кандидатом на запуск ETF, и вы узнаете, какая секретная монета может победить в этой ETF-гонке. Сегодняшний ролик является самым важным за последнее время, и в нем я собрал для вас очень много интересной информации, поэтому перед просмотром обязательно поставьте лайк. И когда мы наберем 1500 лайков, вас будет ждать новое интересное видео, в котором мы продолжим тему разбора Ethereum ETF, а также влияние этого события на рынок альтов. Так что приятного всем просмотра, вы на канале Coin22, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы будем говорить об Ethereum ETF, который могут запустить 2 июля. Но поскольку это неофициальная дата и полноценное одобрение могут объявить в любое время на следующей неделе, я советую вам подписаться на наш телеграм-канал, потому что именно там вы узнаете об этой новости раньше всех. Ведь мы делимся только актуальными новостями, самой важной информацией, эксклюзивными прогнозами для заработка, и еще вы у нас найдете много всего другого. И кстати, сегодня мы опубликовали пост, в котором указали, как рост активности в сети Ethereum на 56% отразится на его цене уже в ближайшие дни. Так что обязательно переходите, подписывайтесь и заранее будьте готовы к движению цены эфира и других монет. Касательно ETF, я помню, многие спрашивали, что это вообще такое и зачем они нужны. В двух словах, ETF – это своего рода фонд, который держит актив на определенную сумму и при этом имеет собственные акции. К примеру, в ETF BlackRock находится 305 тысяч монет. Покупая одну акцию iShares Bitcoin Trust, вы становитесь владельцем части этого ETF.
С этим все понятно, но зачем нужны ETF, если можно покупать крипту через биржи? Да, можно, но ETF дает американским институциональным инвесторам, которые в основном покупают активы на миллионы и даже миллиарды долларов, безопасный доступ к биткоину, без необходимости дальнейшего хранения монет. Для фондов это очень удобный вариант, и буквально на днях большие инвесторы смогут таким образом покупать эфир. Но сейчас главный вопрос заключается в том, какое влияние ETF окажет на цену эфира, учитывая, что биткоин вырос более чем на 200% только благодаря ETF. В данном случае нужно проанализировать некоторые данные. Еще в начале месяца аналитики фирмы K33 Research опубликовали отчет, в котором заявили, что ETF могут привлечь приток капитала в размере 4 миллиардов долларов за 5 месяцев. Но почему именно такая сумма? Этот прогноз основан на сравнении активов под управлением существующих ETF на основе Ethereum по всему миру с аналогичными ETF на биткоин, а также сумму открытого интереса во фьючерсных контрактах. Внимательно посмотрите на вот этот график. Здесь мы видим, что сейчас открытый интерес на эфир составляет 23% от размера фьючерсов биткоина. Однако с момента начала торговли фьючерсами Ethereum его средняя доля во фьючерсах биткоина составила 35%, что указывает на значительный институциональный спрос на эфириум в США. Применяя эти коэффициенты к притоку почти 14 миллиардов долларов в спотовый ETF на биткоин, аналитики K33 оценивают приток в эфириум ETF от 3 до 4,8 миллиардов долларов в течение первых 5 месяцев, что, кстати, намного превышает прогнозы от банка JP Morgan, который составляет 3 миллиарда долларов на этот год. Согласно отчету, исходя из текущей цены, это составит от 800 тысяч до 1,2 миллиона эфиров, накопленных в ETF, или примерно 0,7-1% от общего количества монет, что создаст кризис предложения на рынке и безумный дефицит. В отличие от фьючерсных контрактов, эмитентам спотовых ETF необходимо будет покупать токены на спотовом рынке, тем самым уменьшать доступное предложение. Из-за этого IT-директор Bitwise Мэтт Хуган заявил, что приток в ETF до начала 2025 года составит целых 15 миллиардов долларов. По словам Хугана, инвесторы могут вкладывать капитал в ETF биткоин и эфириум пропорционально их совокупной рыночной капитализации, то есть 74% и 26% соответственно. Хотя биткоин ETF сейчас имеет активы под управлением на сумму около 56 миллиардов долларов, он ожидает, что эта цифра к концу 2025 года достигнет 100 миллиардов долларов. Используя 100 миллиардов долларов в качестве ориентира и вычитая конвертацию Ethereum Trust от Grayscale в размере 10 миллиардов долларов в ETF, Ethereum ETF могут увидеть чистый приток в 25 миллиардов долларов. Однако международные ETF на Ethereum занимают только 22% совокупной доли рынка по сравнению с биткоинами. Это снижает оценку с 25 миллиардов до 15. Это в январе вызовет его рост цены на 60%, а по предварительным оценкам такой ETF на эфир может привлечь 15 миллиардов долларов до конца 2025 года, из-за чего цена эфира пробьет 5000 долларов. В данном случае это, конечно же, является прямым положительным катализатором, который стимулирует рост цены, как в случае с биткоином. Но есть одна проблема, и это компания Grayscale, которую вы, скорее всего, знаете. Сейчас есть опасения, что инвесторы Grayscale после конвертации траст-фонда, который держит эфир на 10 миллиардов долларов в ETF, начнут выводить свои деньги из-за больших комиссий. Точно так же, как это было на старте запуска ETF на биткоин, за счет чего эти продажи могут аннулировать приток капитала в 4 миллиарда долларов. Это может оказать очень сильное влияние на будущее движение цены, из-за чего нужно проанализировать потенциальные продажи Grayscale более подробно. Но перед тем, как мы узнаем, как Grayscale повлияет на эфир, я хотел бы вам рассказать о новом проекте, который набирает популярность на фоне шумихи Hamster Combat и TapSwap, за счет чего он привлек более 5 миллионов долларов инвестиций на этапе пресейла. И это Play-to-Earn игра PlayDoggy. Она выполнена в стиле всем известного Tamagotchi из 90-х, где необходимо следить за домашним питомцем Доги. В аркаде PlayDoggy игроки будут заботиться о виртуальных питомцах и получать за это токены Play, а участие в игровых турнирах принесет дополнительное вознаграждение. Игроки зарабатывают баллы XP за то, что заботятся о своем доге и успешно проходят уровни в мини-игре. Геймеры, набравшие наибольшее количество XP, получат бонусные токены Play и другие специальные награды, но получить эти вознаграждения смогут только обладатели токенов Play. Дополнительно разработчики запустили стейкинг токенов с высоким уровнем API, чтобы получать больше бесплатных монет. На данный момент проект проводит пресейл токенов Play, на котором собрали 5,1 миллионов долларов. Исходя из токеномики, на пресейл выделят 50% всех монет, а оставшиеся 50% разделят для наград, стейкинга, маркетинга и меньше всего для фонда проекта. Чтобы купить Play сейчас на пресейле, вы можете воспользоваться официальным сайтом, где также сможете найти больше информации об игре
PlayDogi и ее функционале, поэтому обязательно изучите данный проект самостоятельно. Все необходимые ссылки находятся в описании под видео. Возвращаясь к Grayscale, сейчас остается угроза, что компания начнет продавать эфир после запуска ETF, так как ее инвесторы будут продавать акции фонда. Если учитывать, что из биткоин ETF Grayscale вывели $6,5 миллиардов в течение первого месяца после одобрения ETF, то Grayscale Ethereum Trust, имеющий активы на $10 миллиардов, может столкнуться с похожим оттоком в размере от 2,5 до $3 миллиардов. Таким образом, мы можем не увидеть приток капитала в размере $4 миллиардов в первые 5 месяцев. Но почему же тогда биткоин зафиксировал 60% роста, несмотря на большие оттоки от Grayscale? А все потому, что многие инвесторы не просто продавали свои акции, а переводили капитал в другие ETF, как, например, от BlackRock или Fidelity, которые имеют более низкую комиссию. Текущие комиссии в трастфонде Grayscale составляют 2,5%, а в ETF будут около 1,5%. Но на днях компания VanEck объявила, что вообще будет взимать нулевую комиссию, пока капитализация их ETF не достигнет $1,5 миллиарда. Следовательно, я считаю, что даже если мы увидим отток из Grayscale, то будем наблюдать за притоком у других компаний. Собственно говоря, как это происходит сейчас с биткоином. Ведь большие инвесторы в любом случае заинтересованы в покупке эфира. На самом деле спрос на эфир очень сильно вырос после одобрения первых заявок в конце мая. Вы только вдумайтесь, биржевые балансы эфира сейчас находятся на самом низком уровне, начиная с 2016 года, потому что инвесторы понимают, что скоро к нам придут большие фонды с набитыми карманами денег и будут скупать эфир, причем не на пару тысяч, а на несколько миллионов долларов. Также посмотрите, что творят киты. Только за этот месяц кошельки с балансом от 10 до 100 тысяч монет накопили 700 тысяч эфиров, почти на $2,5 миллиардов. Благодаря вот этим данным мы наглядно видим, что распределение эфира на биржах среди больших инвесторов выросло с 6 до 14%, а у розничных с 7 до 9%, после того, как SEC одобрила первые заявки. Все эти данные я вам показываю не просто так, ведь перед тем, как запускали ETF на биткоин, у нас выходило много видео, где я неоднократно вам показывал графики по накоплению биткоина, предупреждал вас о росте и пробое нового максимума. А вот эфир — это как будто бы второй шанс, которым стоит воспользоваться, чтобы не упустить его рост и потенциальный пробой нового максимума до конца этого года. Но давайте более конкретно остановимся на его цене и все-таки выставим ключевые цели для краткосрочных и долгосрочных перспектив. Цена эфира выросла на 20% и достигла почти $4000 23 мая, после того, как в отчетах говорилось, что SEC сигнализировала о готовности одобрить эфириум ETF. Конечно, эфир около месяца корректируется и слабо реагирует на последние новости, но мы наглядно видим, что вот в этом диапазоне эфир получает сильную поддержку, а значит есть потенциал на то, что именно с этих уровней эфир начнет движение до сопротивления $4000 на фоне запуска торгового ETF. Когда эфир закрепится на уровне 4000, до его исторического максимума останется 20%. Учитывая потенциальные притоки даже на уровне $5 миллиардов до конца года, у эфира есть шансы приблизиться к своему максимальному уровню и ближе к Новому году пробить заветные 5000. И те, кто сейчас накапливает на коррекции, делает все абсолютно правильно. Но я заранее хочу вас предупредить, что эфир имеет очень хороший потенциал на рост именно в долгосрок. Вот только шансы на то, что мы сразу увидим рост на 30 или 50% после одобрения ETF, минимальные. Прежде всего это связано с локальным нисходящим трендом, который остается на рынке. Также мы должны понимать, что ETF гарантированно одобрят, а значит эффекта неожиданности, как, например, в прошлом году, когда XRP не признали ценной бумагой, его не будет. После запуска ETF цена эфира напрямую будет зависеть от притоков капитала фондов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе эфир может стать одной из лучших инвестиций не только среди криптовалюты, а и других активов. Как я сказал в начале, запуск эфириум ETF открывает путь для других альтов, и сейчас даже есть потенциальные кандидаты. Первой такой монетой является Solana. О потенциальном запуске Solana ETF я рассказывал еще вот в этом ролике, но за это время на рынке произошли некоторые изменения, которые могут повысить вероятность запуска такого ETF. Прежде всего мы должны понимать, что SEC прекратила расследование в отношении эфира, и это значит, что сейчас у SEC нет никаких сомнений, что эфир — это не ценная бумага. Следовательно, такую позицию SEC можно применять для любых монет, которые работают на базе Proof of Stake, а также имеют высокую капитализацию. И здесь идеально подходит Solana, на которую, кстати,
кстати, уже в Канаде подали ETF-заявку. Единственная проблема в том, что Solana находится вот в этом блэк-листе, и SEC 100% считает ее ценной бумагой. Но давайте откровенно, Генслер не мог перед Конгрессом четко сказать, что эфир это не ценная бумага, то есть сомнения у него еще оставались. Вот только с приходом в крипту больших фондов, которые имеют прямое влияние не только в экономике США, а прежде всего в политике, мнение Генслера уже никто не спрашивает, и все решения принимает верхушка без него. Таким образом, я не удивлюсь, если SEC опубликует новый список, в котором снимет с Solana статус ценной бумаги. Но все равно нужно понимать, что прежде чем на рынке появились биткоин, ETF и скоро появится ETF на эфириум, на рынке США уже были фьючерсные ETF, которые просто отслеживают цену монет. И я думаю, что Solana и всем монетам придется пройти через эту процедуру, прежде чем спотовые ETF попадут на рынок США. Тем не менее, это не меняет мою стратегию, и я по-прежнему продолжаю держать Solana в своем портфеле, ведь это очень хорошая базовая монета с довольно развитой экосистемой. Также потенциальным кандидатом на следующий ETF считают XRP. В данном случае можно сразу сказать, что SEC и так судится с Ripple, а значит на XRP не может быть ETF. Но я бы не был так категоричен в этом вопросе, потому что XRP это по сути одна монета на рынке, которая имеет официальное судебное решение о том, что она не является ценной бумагой. Да, такое решение было принято летом в прошлом году, а значит если Ripple решит запустить ETF, то у SEC не может быть претензий по статусу XRP. Эта теория имеет право на существование, но конечно же никаких гарантий нам никто не дает, и в этом случае нам остается только следить за развитием событий и новостями от компании Ripple. А знаете, кто еще имеет большие шансы увидеть запуск ETF? Это монета темная лошадка Link. Проект Chainlink один из немногих на рынке, который может похвастаться партнерствами с мировыми корпорациями, такими как платежная система Swift, Google, T-Mobile и даже Amazon. Link это идеальный пример того, как именно нужно интегрировать с традиционными финансами. А если мы говорим о будущем, в котором крипта выходит на новый уровень и становится наравне с акциями технологических компаний или другими мировыми активами, то Link перегоняет многие монеты в этой гонке. А запуск ETF, конечно же, позволит Link получить высокий приток капитала, в первую очередь от американских фондов. Именно по этой причине Link заслуженно находится в моем портфеле и очень часто попадает в наши топы с интересными новостями и новыми партнерствами. Конечно, для запуска ETF на другие альты потребуется гораздо больше времени. Мы даже увидим судебные процессы по этому поводу. Но самое главное, что крепкий фундамент для дальнейшего развития альтов будет готов уже на следующей неделе, когда SEC даст зеленый свет Ethereum ETF. Это станет не просто победой, а новой главой в истории крипты. Ведь с поддержкой от самых больших фондов мира и даже от правительства США, которое кардинально изменило свою позицию, рынок может получить огромный приток новых инвесторов и само собой денег. Плюс к этому BlackRock и ее коллеги по цеху рассматривают эфир больше с технологической точки зрения. Ведь давайте не забывать, что на эфире можно запускать полноценные проекты и приложения. Но в частности Ларри Финк сильно интересуется токенизацией активов, из-за чего можно предположить, что Финк в ближайшем будущем может собрать команду разработчиков и будет ее финансировать, чтобы они изучали возможности сети эфира для токенизации. А это в свою очередь может привлечь инвестиции в L2 проекты. Именно по этой причине я рекомендую присмотреться к монете OP, которая всегда показывала рост на фоне развития эфира. Как вы можете заметить, событие, которое произойдет на следующей неделе, имеет очень положительное влияние на весь рынок в целом. И несмотря на то, что про эфир я вам рассказывал еще задолго до одобрения, покупать его никогда не поздно. Ведь это именно та монета, которую стоит накапливать в долгосрок и отправлять в стейкинг. Поэтому лично я на запуск ETF настроен положительно и буду внимательно следить за всеми новостями на следующей неделе. Поэтому если вы также не желаете ничего пропускать, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь в ближайшие дни мы будем публиковать много информации по ETF и не только. Также напоминаю вам про колокольчик, который не позволит пропустить новые ролики, в которых мы с вами уже скоро увидимся. Поэтому вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!